В каком-то смысле Турции сильно повезло. Ведь любой мост через пролив Босфор автоматически превращается в достопримечательность, соединяя между собой Европу и Азию. Пришел черед и еще одной аналогичной знаменательной инфраструктурной стройки. Через пролив Дарданеллы перебрасывается новый мост, который соединит между собой европейскую и азиатскую части Турции. В то время как турецкое правительство предпринимает амбициозную инвестиционную программу в области инфраструктуры, некоторые части страны преобразуются в новые мегатонны мосты. Мост Чанаккале 1915 года – один из таких проектов. Рекордный по длине пролета мост строится в Турции через пролив Дарданеллы. Проект планируют завершить к столетию Турецкой Республики в 2023 году. Огромный подвесной мост формируется неподалеку от городов Лапсеки в Азии и Гелиболу в Европе, примерно в 10 километрах к югу от Мраморного моря. Естественно, что сооружение позиционируется как глобальный объект, позволяющий улучшить транспортное сообщение между континентами. Свое название важнейшее инфраструктурное сооружение получило в честь победы военно-морских сил Турции в 1915 году во время Первой мировой войны. Некоторые основные характеристики проекта. Строительство запланировано на 2017-2023 годы и должно успешно завершиться к празднованию столетия основания Турецкой Республики. Общая длина моста 3,7 километра, ширина 43 метра, высота двух башен 318 метров. Самый длинный в мире центральный пролет 2023 метра. Общий бюджет проекта $2,8 миллиарда. Проезжая часть моста будет состоять из 6 полос, по 3 в каждом направлении. На сегодняшний день строительство ведется точно по графику, и в мае 2020 года был торжественно установлен последний стальной блок на высотной башне моста. Соответствующая церемония транслировалась основными турецкими телеканалами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на этом важном событии в режиме онлайн-видеоконференции. Построив мост Чанаккале 1915, Турция осуществит свою вековую мечту. Этот мост с самым длинным центральным пролетом в мире украсит пролив как символ нашей победы в Чанаккале в 1915 году, заявил Эрдоган. Существующая транспортная сеть страны уже не в состоянии справляться с ростом трафика, а заметный рост транзита, туризма и сельского хозяйства Турции привел к хроническим пробкам на дорогах. Для решения этих проблем правительство страны объявило о реализации программы Vision 2023, которая направлена на увеличение пропускной способности автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Сложнейшее инженерно-техническое сооружение возводится с помощью специалистов из многих стран: Турция, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Нидерланды и других. Высота двух главных пилонов 318 метров, сравнима с обычными небоскребами. Консорциум в составе 4 компаний будет эксплуатировать мост в течение 16 лет после завершения строительства, а затем сооружение будет передано в управление турецкому правительству. В соответствии с расчетами, новый мост Чанаккале 1915 обеспечит прямой доступ из Европы к юго-западной части Турции и значительно уменьшит заторы на дорогах Стамбула. Подвесной мост строится в северо-западной турецкой провинции Чанаккале и будет обслуживать автомагистраль Киналы-Тегердак-Чанаккале-Балыкесир длиной 320 километров, которая после завершения строительства соединит Анатолийский полуостров и Восточную Фракию. В настоящее время эта поездка занимает 30 минут на пароме, но как только мост будет на месте, он будет сокращен до короткой поездки всего за 10 минут. У строящегося моста будет самый длинный в мире центральный пролет – 2023 метра. Эта цифра опять же не случайно. Она напоминает о проекте развития Турции 2023, который направлен на вхождение страны в десятку мировых экономических держав. Чанаккале 1915 станет самым длинным в мире подвесным мостом, опередив японский мост Акаси-Кайоки на 32 метра. Его полная длина, включая подъездные пути, простирается до 4608 метров. Для строительства моста Чанаккале задействовано 128 тысяч тонн стали. Использование стальных элементов моста представляют собой стратегическое партнерство между турецкими и южнокорейскими поставщиками. Причем турецкая компания договорилась о поставке 35 тысяч тонн тяжелого стального листа для башенных конструкций, кабельных систем и дорожного покрытия. Партнерство также поставляет 52 тысячи тонн стальной плиты для палубы моста и 41 тысячу тонн стальной катанки для системы подвески, которая будет ее поддерживать. В рамках контракта Чимташ Стил осуществит закупки материалов, изготовление
установление панелей, блоков, пробную сборку и доставку на стройплощадку 146 блоков башни общим весом 36 тысяч тонн и общей высотой башни 318 метров. Необычно, но Чанакале запускается как проект «Дизайн-сборка». Обычно для строительства моста проектирование завершается до выбора подрядчиков и поставщиков. Однако для этого проекта строительство и проектирование осуществляются одновременно, и с самого начала требуется координация между архитектором и подрядчиками. Этот рекордный стальной подвесной мост, представляющий собой инвестиции в размере $3 миллиардов США, будет иметь решающее значение для транспортных систем региона, социально-экономическим эффектом для всей Турции и Восточной Европы. Международная команда, в которую входят австралийцы, турки, корейцы, голландцы, японцы, иранцы, филиппинцы и британцы, работает вместе под строгими ограничениями COVID-19. Австралийская компания по производству кранов Mar Contracting завершила невиданное ранее инженерное достижение, подняв башенный кран грузоподъемностью 330 тысяч тонн, полностью смонтированный на месте, чтобы помочь в строительстве самого длинного в мире подвесного моста в Турции. Беспрецедентный подъем позволил увидеть маркер М2480D компании Mar, который при 600 тоннах весит больше, чем А380, поднятый за одно целое. Впервые кран такого размера был поднят в собранном виде. После отправки из Сиднея по частям в сухой док в Галлиполи, два крана Mar 2480D были собраны на берегу на специально построенных фундаментах. 3 ноября первый М2480D был поднят и транспортирован в километр к середине Дарданелл, пролив Чанакале, с помощью плавучего тяжелого баржевого крана, грузоподъемность которого составляет 2200 тонн. Второй кран был поднят на воду 8 ноября, и теперь оба крана установлены и готовы начать работы на мосту Чанакале 1915 года. Первый в мире маневр является первым из многих инженерных достижений, в которых будут задействованы башенные краны Мара во время строительства моста. При подъеме крана М2480D на высоте 328 метров над водой потребовалось около 30 минут, чтобы поднять 155-тонную часть верхней поперечной балки на ее положение 318 метров над уровнем моря. Установка центральной секции на азиатской стороне пролива Чанакале завершила важную веху в строительстве моста, а подъем состоялся в полночь в воскресенье 7 июня 2020 года. Европейская сторона была завершена 24 часа спустя с окончательными центрипежами, установленными по обеим сторонам моста на конечной высоте 318 метров в понедельник 8 июня 2020 года. Краны Mar М2480D с грузоподъемностью до 330 тонн, примерно такого же веса, что и 26 двухэтажных автобусов, революционизирует способ строительства мостов, поднимая более тяжелые модульные компоненты вместо более традиционного подхода подъема более мелких компонентов, один за другим, а затем сварка на месте. М2480D является единственным краном в мире, который может поднимать крупные компоненты, которые образуют две мостовые башни высотой 318 метров. Эрдоган выразил уверенность в том, что политические и экономические изменения, которые претерпит мир на фоне пандемии коронавируса, позволят Турции укрепить свои позиции на международной арене. Одним из выгодных отличий нашей страны станет развитая транспортная инфраструктура, констатировал турецкий лидер.